Запрещенная история Руси. В далеком XIX веке, когда Европа уже переживала расцвет науки и просвещения, в Российской империи произошел странный и до сих пор малоизвестный эпизод. В один день, без шума и лишних объяснений, целая область знаний, история Древней Руси, была объявлена запрещенной для изучения. Не просто ограничили доступ к архивам, не просто убрали тему из университетских курсов. Нет, речь шла о полном молчании. Как будто кто-то решил, что правда, связанная с происхождением Руси, опасна. Опасна настолько, что ее нельзя было допустить в свет. И сегодня мы попытаемся разобраться, почему так случилось. С самого начала надо понять, что в то время историческая наука находилась на перепутье. С одной стороны, появлялись новые методы исследования – сравнительное языкознание, археология, палеография. С другой, все еще сохранялась тесная связь между наукой и политикой. Историю писали те, кто стоял у власти, и делали они это не ради истины, а ради контроля над общественным сознанием. Именно поэтому, когда молодые ученые начали находить доказательства того, что Русь имеет гораздо более глубокие корни, чем говорили официальные хроники, их работы внезапно исчезали. То есть буквально, рукописи пропадали из библиотек, авторов переводили на другие должности, а некоторые вовсе покидали пределы столицы под предлогом необходимости командировки. Один из первых скандалов произошел в 1843 году, когда профессор Московского университета Григорий Петрович Котовский представил доклад о найденных в Новгородской области артефактах. Среди прочего, он обнаружил каменную плиту с надписями, которые явно напоминали греческий алфавит, но при этом содержали элементы, характерные для славянских письменностей. Он утверждал, что это может быть свидетельством контактов между античным миром и ранними славянскими племенами. Но как только его работа была опубликована в журнале, последовало указание Министерства просвещения о немедленном отзыве всех экземпляров. Сам Котовский через месяц был отправлен в длительную экспедицию в Сибирь, откуда вернулся лишь через 7 лет, потеряв здоровье и интерес к научной деятельности. Почему же именно в XIX веке такие исследования стали нежелательными? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на политическую ситуацию того времени. Российская империя стремительно развивалась, но ей требовалась сильная идеологическая основа. Важно было создать единую картину истории, которая бы легитимизировала власть царя и укрепила чувство принадлежности к великой нации. Поэтому любые исследования, способные показать, что Русь могла иметь совершенно иные истоки, не связанные с Киевской Русью или Византией, рассматривались как угроза. Но самое удивительное началось позже, когда были найдены документы, указывающие на существование некой секретной комиссии при императорском дворе. Эта комиссия, работавшая в полной конспирации, занималась анализом старинных рукописей, найденных в разных уголках страны. По некоторым данным, они даже получали материалы из частных коллекций, где хранились книги, не входящие в государственные архивы. В этих книгах встречались упоминания о племенах, живших на территории современной России еще во времена Римской империи. Более того, там описывались культурные связи с Древней Грецией, а также использовались слова, созвучные с латинскими. Один из самых известных случаев связан с путешествием этнографа Николая Александровича Беляева в южные районы Украины. Там он собирал фольклор местных жителей и обнаружил песни, в которых рассказывалось о богатырях, носивших имя Аполлон. Это вызвало у него недоумение, ведь обычно славянские имена не имеют такого происхождения. Проведя дополнительные исследования, он нашел следы храма, который, судя по всему, был построен еще в I веке нашей эры. На стенах сохранились фрески, изображающие людей в одеждах, похожих на одежду жрецов из Древней Греции. Но как только Беляев попытался опубликовать свои находки, его арестовали по обвинению в контрабанде артефактов. Хотя доказательств не было, он провел в заключении почти 2 года. Такие случаи повторялись снова и снова. Ученые, находившие что-либо, что противоречило официальной версии истории, либо исчезали, либо теряли карьеру. Но самое страшное – это то, что многие артефакты просто исчезали. Например, в 1875 году в Ярославской области был найден комплекс древних захоронений. Судя по всему, это были могилы знати.
В одной из гробниц обнаружили золотой сосуд с выгравированными символами, похожими на символы из египетских пирамид. Но через несколько дней после находки все предметы были переданы в Москву, а затем их след потерялся. Ни одного фото, ни одного чертежа, ничего. Интересно, что эти события не остались незамеченными за пределами России. Некоторые европейские исследователи пытались получить информацию о том, что происходит в стране, но сталкивались с полным молчанием. Лишь спустя много лет, в 20 веке, в личных дневниках некоторых ученых появились намеки на то, что в XIX веке действительно существовала программа по сокрытию определенных фактов истории. Эти записи были настолько тревожными, что даже в условиях советской цензуры их не решались опубликовать полностью. Но если вернуться к тому, что именно хотели скрыть, становится ясно, что речь шла не просто о древних артефактах. За этим стояло нечто большее – возможность переписать само понимание происхождения русского народа. Если бы тогда признали, что на территории современной России существовали развитые цивилизации задолго до появления Киева, это бы изменило взгляд на национальную идентичность. Это бы поставило под сомнение официальную версию о призвании варягов, о зависимости Руси от Византии, о роли православия как основного культурного фактора. Все это стало бы крахом идеологии, которую так долго строили. Поэтому вместо открытого исследования началась масштабная кампания по уничтожению и замалчиванию. Архивы переписывались, рукописи редактировались, а некоторые вообще уничтожались. Были даже случаи, когда целые библиотеки исчезали. Например, знаменитая библиотека князя Мещерского, где хранились уникальные источники, сгорела при загадочных обстоятельствах. Причем пожар случился всего за несколько дней до того, как ее хотела посетить группа английских историков, интересующихся именно этой темой. Еще один интересный факт. В XIX веке активно развивалась филология. Исследователи из разных стран пытались установить родственные связи между языками. И вот, когда русские лингвисты начали сравнивать славянские языки с латинским и греческим, выяснилось, что некоторые слова имеют общее происхождение, но не через Киевскую Русь, а через более древние пути. Это тоже стало поводом для беспокойства. Ведь если доказать, что русский язык имеет корни, уходящие в глубокую древность, это опровергнет устоявшееся мнение о его относительной молодости. В этой связи особенно важен случай с академиком Дмитрием Сергеевичем Лебедевым. Он был одним из ведущих специалистов по древним языкам. Его работа, посвященная сравнительному анализу славянских и античных языков, должна была стать прорывом. Но за неделю до презентации его рукопись исчезла. Он заявил, что кто-то ночью пробрался в его кабинет и забрал бумаги. Полиция не смогла найти никаких следов. Через месяц Лебедев заболел и вскоре умер. Совпадение? Возможно. Но таких совпадений было слишком много. Впрочем, несмотря на все усилия, часть информации сохранилась. Некоторые ученые, опасаясь репрессий, передавали свои работы друзьям, прятали их в деревнях, записывали в особые коды. И сегодня, благодаря этим людям, мы можем хотя бы частично реконструировать ту картину, которую пытались уничтожить. Мы знаем, что на территории России и соседних стран существовали развитые культуры задолго до появления государства. Мы знаем, что они имели контакты с другими цивилизациями. Мы знаем, что многие обычаи, которые мы считаем славянскими, на самом деле имеют более древнее происхождение. Но главное, мы должны помнить, что история – это не только прошлое, но и настоящее. То, что скрывали тогда, влияет на нас сегодня. Наше представление о себе, о своей культуре, о своих корнях формируется под влиянием тех самых версий, которые были утверждены в XIX веке. И если мы хотим узнать правду, мы должны продолжать искать ее. Не бояться задавать вопросы. Не принимать на веру то, что написано в учебниках. И самое главное – не прекращать исследовать. Потому что каждая новая находка, каждый новый документ, каждая новая версия – это шаг понимания того, кто мы есть и откуда пришли. И пусть история не всегда говорит нам то, что мы хотим услышать, но она всегда готова рассказать нам правду. Нужно только захотеть ее услышать. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми.
Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.